Машенька первое время в детском доме все время плакала. Она стояла возле окна и ждала маму. Девочка не верила, что мама ее оставила навсегда, и долгое время где-то глубоко внутри теплилась надежда на лучшее. В интернате Маша познакомилась с Катей, которая жила там почти с рождения. Катя честно сказала подруге, что здесь редко забирают детей обратно. «А что случилось? Почему мама тебя привела сюда? Она пьет?» Родители Кати были алкоголиками, и для нее это была больная тема. «Нет, мама не пьет», — ответила Маша. «Просто у нее появился дядя Дима, который не любит детей». Так все и было на самом деле. Отца своего Маша не знает. Он бросил их с мамой, когда она только родилась. Мама пребывала в депрессии, и единственной целью для нее стало найти нового мужа. Бабушек и дедушек, готовых помочь в воспитании внучки, тоже не было. Маша не знала почему, но мама просто говорила, что их нет. Маше было 5 лет, и в их доме появился дядя Дима. Было понятно, что Маша ему не нравится, и мама почему-то была на стороне чужого мужчины. С каждым днем обстановка дома все накалялась. Мать старалась изо всех сил, чтобы Дмитрий ее не бросил, угождала всем его капризам, баловала, готовила ресторанные блюда, наряжалась к его приходу. На Машу внимания она не обращала. Складывалось ощущение, что у женщины вообще нет дочери. Как-то Маша не могла уснуть. Она крутилась в кровати, плакала. Несколько раз позвала маму, но та не пришла. За стенкой мать разговаривала с новым мужем. «Я не хочу воспитывать чужого ребенка. Когда у нас появится свой, так и знай, я буду его любить. А Машка твоя мне никто». Послышался голос дяди Димы. «Но что мне делать? Куда ее девать?» Жалобным голосом спрашивала мама. «Да хоть в детский дом. Какая мне разница?» Маша спряталась под одеяло с головой, ощущая, как волна страха разливается по маленькому телу. Ей было так страшно. Она слышала о детском доме, о том, что туда отдают детей. Но ведь Маша хорошо себя вела. Она неплохая. Маша не представляла, как мама, самый родной человек, может пойти на такой ужасный шаг и отдать дочку в детский дом. К сожалению, мать смогла это сделать, и угрызения совести ее не мучили. Когда она узнала о своей новой беременности, то просто собрала Машины вещи и отвезла ее в интернат. Маша хваталась за мамину юбку, рыдала, кричала, умоляла, чтобы ее не оставляли здесь, но все было бесполезно. Маша потом, когда вырастет, будет много раз прокручивать эту ситуацию. Она не считала маму виноватой. Скорее всего, другого выхода у нее не было. Маша все думала, что это она была плохой дочерью, не смогла понравиться дяде Диме, сама все испортила. Катя, с которой Маша продолжала дружить, успокаивала и говорила, что многие брошенные дети через это проходят. «Ты ни в чем не виновата. Твоя вина лишь в том, что тебя родила такая бездушная женщина», объясняла Катя, когда они по душам беседовали с Машей. «Не говори так про мою маму», сердилась подруга. «Она очень хорошая. Просто так сложились обстоятельства». «Ну, конечно, обстоятельства сложились так, что мать просто нашла себе другого мужа», язвительно усмехалась Катя. Маша с детства мучилась бессонницей, а когда забывалась коротким сном, ей снились жуткие кошмары. После интерната девушка поступила в университет, поселилась в общежитии, а после получения диплома государство выделило ей квартиру. Однокомнатная квартирка находилась на окраине города, но Маша была счастлива. Ей очень хотелось собственного пространства, чтобы никто ее не беспокоил. С самого детства Маша жила в окружении посторонних людей и теперь получала удовольствие от того, что возвращалась с работы в свою квартиру. Девушка сделала скромный ремонт, обставила жилье по своему усмотрению, и теперь ее квартирка стала вполне уютной
и домашней. Мария устроилась на работу в крупную компанию, в которой стажировалась. Девушка привыкла рассчитывать на себя, поэтому всегда старалась хорошо учиться и показывала себя на работе как ответственный и исполнительный сотрудник. Уже скоро начальство отметило результаты работы Марии, и она начала стремительно подниматься по карьерной лестнице. Как-то Маша возвращалась с работы и на лестничной площадке встретилась со своей соседкой. Девушка иногда встречалась с бабулей, но только здоровалась, разговоров не заводила. В этот раз соседка окликнула Марию. «Внучка, можно к тебе с просьбой обратиться? Мне в аптеку нужно, лекарство купить. Сейчас спустилась на один пролет и сильно голова закружилась. Боюсь, не дойду. Сможешь сбегать за таблетками? Очень тебя прошу». Мария, конечно же, согласилась. Она купила в ближайшей аптеке все необходимые препараты по списку, который вручила ей соседка. Ольга Степановна горячо благодарила Машу и пригласила на чай с пирогом. У соседки в квартире было очень уютно, пахло выпечкой, в вазе стояли свежие цветы. «Это мой внук Артем, заезжает, не забывает», с гордостью сообщила Ольга Степановна. «Мой сын, Тёмин отец, погиб несколько лет назад, а мама умерла, когда внуку было пару лет. Считай, мы его с сыном и вырастили. Хороший парень вырос, сейчас работает программистом в одной компании, зарабатывает достойно. Только девушку пока не нашел, но это еще впереди. Думаю, такой красавчик не засидится в холостяках». Маша пила чай с пирогом и думала о том, что никогда у нее не было таких теплых отношений. Ей не к кому было приезжать и привозить цветы. Никто не угощал ее домашней едой, не заботился, не спрашивал, как она живет. Нахлынуло воспоминание о своем несчастном детстве, обида на жизнь, жалость к себе. Маша вдруг разрыдалась, и Ольга Степановна бросилась ее утешать. Мария честно рассказала о своей жизни, о том, как она боится засыпать, потому что ее мучают кошмары. Ольга Степановна достала из буфета пакетик с травами и вручила его Маше. «Заваривай на ночь, помогает уснуть и спать спокойно. Когда мой сын умер, я ночами рыдала, не могла успокоиться. Потом сосед по даче поделился травяным сбором. И знаешь, помогает». С того вечера Маша частенько заходила в гости к Ольге Степановне, помогала по хозяйству, ходила в магазин за продуктами, потому что пожилой женщине было все труднее справляться. Мария только сейчас поняла, как дорога ей стала Ольга Степановна. Она искренне интересовалась ее жизнью, радовалась успехам на работе, переживала, если у Маши были какие-то проблемы. Иногда Маша пересекалась с Артемом, внуком Ольги Степановны. Они быстро нашли общий язык, много общались, и Маша вдруг поняла, что Артем ей все больше нравится, как мужчина. Ей нравились их прогулки по парку, походы в кино. С ним было очень легко общаться. Даже устав после рабочего дня, она отдыхала просто сидя на лавочке рядом с ним и слушая истории. Артем помог Маше и с некоторыми программами, которые раньше ей казались совсем непонятными. Он мог так все легко объяснить, что она никак не могла понять, почему раньше она сама до этого не додумалась. А Ольга Степановна улыбалась, видя в окошко, как ее внук идет за руку с Машей. Ведь лучшей невесты она и не могла ему пожелать. Вот только что-то не спешил ее внук делать предложение. Все чего-то ждал и на прямые вопросы бабушки не отвечал. Однажды директор позвал Марию в свой кабинет и сообщил о повышении. «Вы лучший кандидат на эту должность, поэтому я вас поздравляю с повышением», — улыбнулся начальник. Маша выбежала из кабинета и первым делом позвонила Ольге Степановне, чтобы поделиться радостной новостью. Но к телефону никто не подходил. Спустя полчаса Маша позвонила еще раз, но в ответ снова была тишина. Девушка заволновалась и набрала номер Артема. «Я сейчас съезжу к бабуле, узнаю, все ли хорошо.
Потом позвоню тебе», — с тревогой в голосе ответил Артем. Мария не могла избавиться от чувства тревоги. Она решила прогуляться по улице, но как только вышла из здания, к ней тут же подбежала какая-то женщина. На ней было надето старенькое пальто, седые волосы собраны в пучок, в руках потертая сумка. У Маши что-то защемило в сердце. Она поняла, что сейчас эта женщина скажет то, чего девушка так ждала и так боялась одновременно. Но уж слишком знакомые были черты лица у женщины. «Мария, здравствуй!» Даже голос у нее не изменился. Она также надменно разговаривала с Машей, когда та была совсем маленькой девочкой. «Не узнаешь меня? Я твоя мама». «Здравствуйте, не узнаю», – прошептала Маша. «Вижу по глазам, что узнаешь. Мне было сложно найти тебя, но я это сделала». Казалось, мать очень гордится собой и совсем не испытывает чувства вины. «А раньше искать не пытались? У вас было больше 20 лет», – дрожащим голосом ответила Маша. «Слушай, ты меня тут не вини во всех грехах. Сама знаешь, что Дима не принял тебя, а от толкового мужика я отказаться не могла. Как бы я тебя вырастила? Денег совсем не было, помощи никакой. Димка мой умер недавно, сердечный приступ». Мать всхлипнула, но Маша понимала, что никакой жалости к ней не испытывает. Перед ней стояла чужая женщина, у которой, похоже, не было души. «Что вы хотите?» Маше хотелось побыстрее завершить этот разговор. Это тогда, маленькой девочкой, она ждала маму, а сейчас нет. «Я знаю, что у тебя все хорошо. Работа, должность, денег много. Ты бы помогла мне с финансами. Нужно брата твоего поднимать, а меня с работы уволили». Маша слушала ее, и волна обиды подступала к горлу. Мать бросила маленькую дочь, променяла на чужого мужчину, а теперь еще требует денег. Брата поднимать? Да она его не знает и знать не хочет. Он ее не искал, как и мать, а теперь вспомнили. Как раз в это время у Маши зазвонил телефон. Звонил Артем, который сообщил, что Ольга Степановна в больнице. «Разговор у нас закончен. Забудьте дорогу сюда. Я не хочу вас больше видеть никогда». Отрезала Маша и побежала к машине. Нужно было ехать в больницу к человеку, который стал для нее родным. Мария с Артемом нашли лучших врачей, которые поставили Ольгу Степановну на ноги. Когда бабушка вернулась в свою квартиру, то повела внука в соседнюю комнату, достала из старого шкафа шкатулку. В ней были кольцо, цепочка с кулоном и браслет. «Вот, возьми», — сказала она и протянула Артему кольцо. «Хватит уже тянуть, а то я хочу еще правнуков понянчить». «Да бери, бери. Это кольцо мне твой дед подарил. Он на заказ его тогда сделал, у знакомого ювелира. Второго такого не найти». Артем обнял бабушку. «Я сейчас, бабуль». Выбежал из квартиры, чуть не сбив Машу с ног. «Ольга Степановна, что-то случилось?» Маша испугалась, куда так побежал Артем. «Может, таблетки срочно надо купить?» Ольга Степановна улыбнулась. «Скоро прибежит. Пойдем чайник поставим». Через 15 минут, когда Маша и Ольга Степановна уже разливали по чашкам чай, вернулся Артем. В руках у него было 2 букета и торт. Подарив букет бабушке и поставив на стол торт, он встал на одно колено, и Маша все поняла. Ольга Степановна смахивала слезы радости, глядя, как обнимаются молодые. Спустя полгода Маша и Артем поженились. Мария забыла о ночных кошмарах, ведь в ее жизни появились любимые и родные люди. А еще через год Ольга Степановна переехала с молодыми в небольшой, но уютный дом, где любила в тени деревьев сидеть и качать в коляске маленькую Аленку. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста,
Что вы думаете об этой истории? Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.